четвертой версии Blender появилась вот такая вот зона. Называется Repeat Zone. Она состоит из двух нод. Она очень похожа на Simulation Zone, которая появилась в версии 3.6. Я покажу в этом видео, как сделать вот такую каскадную лестницу. И будет еще один пример с кружочками. Вот такая вот каскадная лестница с промежуточными площадками. Второй пример — это вот такие вот кружочки. Ну, в данном случае скорее многоугольники. И здесь можно увидеть, что у них разное количество сегментов, и они разного радиуса, на разной высоте находятся. Это тоже все можно сделать с помощью Repeat Zone. Я открою новый файл, создаю новый дата-блок геометрических нод, добавляю Repeat Zone. Это вот сразу две ноды, и у них вот такая вот область коричневого цвета. Подключаю сюда, сейчас тут ничего нет, создаю окружность. В общем-то сейчас она не в зоне, хотя я подключил сюда. Чтобы она находилась в зоне, нужно еще подключить вот отсюда input. Например, я радиус подключу, и теперь она вот в этой зоне уже находится. Вот эта зона расширяется вместе с движением ноды. Это похоже чем-то на нодовую группу. Сейчас у меня просто один радиус, один кружочек. Если взять просто ноду Curve Circle, можно увидеть, что здесь круглый input. Это значит, что можно одиночное значение только подключить. Нельзя подключить поле. Но эта связка, вот эта Repeat Zone, она как раз позволяет обойти это ограничение. Первое, надо понять принцип, как это работает. Repeat Zone работает примерно так же, как циклы в программировании. То есть у нас есть какая-то операция, которая повторяется несколько раз. Например, в программировании вы задаете какую-то переменную, в которой должен храниться массив. И на каждом цикле, в каждой итерации в вашу переменную с массивом добавляется еще одно значение. То есть еще одно значение в ваш список чисел, например. Вот, здесь то же самое, здесь просто нужно добавлять геометрию. Если я добавлю какое-то количество итераций, 4, у меня почему-то все пропадет. Вот это вот на входе у нас нода, которая называется Repeat Input, она использует для самой первой итерации значения. То есть самый первый шаг. А для последующих используется нода Repeat Output. Если я удалю радиус, снова подключу, можно увидеть, что радиус появился здесь, и радиус появился здесь. И радиус появился здесь. Это все один и тот же радиус. Но здесь можно значение начальное поставить, а здесь уже повторное значение. И здесь сейчас показывает только результат последнего цикла. Хотя у меня здесь 4 итерации и должно создаться 4 окружности, я навожу сюда и вижу, у меня всего лишь один сплайн. Почему так? Потому что вот эта зона, она работает по принципу накопления. Если не накапливать значение, то оно не накопится. Как накапливается значение? Вот у вас какой-то объект, он попадает в геометрию. И уже на следующем этапе геометрия с предыдущего цикла будет вот здесь. Если ее не соединить с новым генерируемым объектом и не отправить в следующий цикл, то вы получите только один объект. Как это сделать? Это делается при помощи той же ноды Join Geometry, с помощью которой делается любое объединение геометрии. То есть если я соединю вот так и сделаю 4 итерации, наведу сюда и увижу, здесь у меня уже 4 сплайна. То есть теперь все работает. То есть еще раз, все, что поступает вот сюда, это в итоге поступает на следующую итерацию по кругу несколько раз, и в самом конце выводится, когда все циклы пройдут, выводится вот сюда. Сейчас у меня 4 окружности, но я вижу только одну. На данный момент я получил одну окружность радиусом 1500
и здесь у меня оставшиеся будут радиусом 0, потому что я здесь ничего не выставил. Если я здесь добавлю радиус 1, то все 3 окружности у меня будут радиуса 1. Вот это у меня внешняя окружность радиусом 1,5, а все остальные, сколько бы их там я ни сделал, хоть 20, хоть 30, они все будут радиусом 1 и будут накладываться друг на друга. Поэтому мне нужно этот радиус преобразовать. Самый простой способ – это математическая операция, например, сложением. Если я добавлю 0,5, на первую итерацию у меня радиус 1,5, я его подключаю к окружности, получаю окружность радиусом 1,5. При этом я в этой же итерации добавляю значение 0,5 и отправляю это значение на следующий круг. Подключаю сюда, и получается, что на самой первой итерации у меня значение 1,5, я добавляю 0,5, получаю 2. Перехожу на следующий круг, у меня значение 2 я подключаю сюда, получаю круг с радиусом 2, добавляю 0,5, получаю значение 2,5, отправляю его на следующий круг и получаю здесь значение 2,5, подключаю к этому кругу и так далее, так далее. По нарастающей у меня увеличивается значение. Поэтому я могу получить сразу много окружностей разного радиуса. Изначальный радиус может быть очень маленьким, и к нему просто добавляется вот это значение. Оно может быть отрицательным, положительным, неважно. Если же я подключу напрямую вот так вот радиус, я получу только спайнов, сколько у меня итераций, но все они будут одинакового радиуса. Вот такой вот радиус. Если я умножаю на какое-то число, вот этот радиус, то у меня радиус будет, соответственно, увеличиваться в геометрической прогрессии. У окружности есть еще вот это вот значение resolution. Его тоже можно сделать для каждого круга уникальным. Но я сначала изменю положение. Вот сюда я подключаю Transform Geometry после окружности. Я хочу сдвинуть каждую окружность на какое-то значение относительно предыдущей. Если я просто по оси Z смещу, то они все будут смещаться на одно значение. Нет, не надо. Я буду смещать по нарастающей. Я создаю Combine вектор XYZ, добавляю значение, вот это значение Z я сюда подключу. И точно так же, как с радиусом, я подключаю сюда и что-то там добавляю. Например, какое-нибудь значение 0,5. Исходное значение просто меняет положение первой окружности, а вот это значение добавленное добавляет смещение. Если я здесь поменяю на multiply, здесь будет немного другой результат. Вот такой вот. Можно вот что-то такое делать. Дальше разберемся с Resolution. Resolution это у нас количество сторон. Я тоже подключаю вот сюда. Минимальное количество сторон 3. И хотя у нас здесь вот стоит 0, просто преобразует его в минимальное количество. Значение 3. Но сейчас не работает это значение. Дело в том, что оно работает только на самом верхнем кружочке. На последующих не работает, потому что я не подключил resolution для последующих циклов. Если я подключу вот сюда, у всех окружностей будет одинаковое количество сегментов. Но если я буду изменять значение на каждом круге, также могу вычитать, добавлять. Здесь исходные я задам 3. Здесь я буду добавлять значение 1. И получается, что у меня здесь 3 стороны, дальше 4, потом 5, потом 6 и так далее. Этот же вектор я могу добавить для вращения, который у меня используется для смещения. И когда я меняю вот это значение z, то одновременно у меня закручивается и смещается вверх. Такая пирамидальная форма. Вместо окружности можно также использовать, например, такую форму, как звезда.
и получать вот такие вот интересные формы. Второй пример с лестницы. Я тоже создаю repeat zone. Подключаю сюда. Создаю mesh line. Создаю с одной точкой. То есть мне нужна всего лишь одна вершина. Зачем мне нужна одна вершина? Я ее сейчас буду экструдировать, чтобы получить профиль лестницы. Extrude Mesh. Выбираю здесь Vertices. Создаю вектор. Я экструдирую по оси Z, поэтому я делаю вектор 0,01. Сейчас у меня экструдировалась моя будущая ступенька на 1 метр. Мне так много не надо. Я сделаю 12 сантиметров и подключу вот сюда. Это у меня будет высота ступеньки. Так, надо выбрать ноду. Назову просто H. Мне нужно экструдировать мою ступеньку по оси X или по оси Y. Давайте по оси X можно сделать. Копирую вектор, задаю 1, 0, 0, чтобы у меня направление было по оси X. Подключаю к offset и экструдирую вершины. Так, вот здесь у меня должно быть 0,12. И сейчас у меня ступенька экструдировалась. 0,4 сделала. У меня экструдировалась нижняя точка и верхняя точка. Мне этого не нужно. Мне нужно экструдировать только верхнюю точку. Поэтому я выбираю только вот это значение топ. То есть, когда я экструдировал точку, я получил вот эту вот линию edge. Это у меня side в селекшене. А вот эта верхняя точка, это у меня топ. Я ее подключаю к selection, и она экструдируется. Здесь получаю опять снова side, и вот здесь вот у меня топ. И вот эта вот точка, она пойдет уже на следующий цикл, на следующую итерацию. Топ я подключаю сюда. И на следующей итерации мне нужна именно эта точка. И она нужна вот в этом экструде. То есть представьте, что это второй круг. Мне нужно экструдировать следующую точку, какую надо вот эту вот, которая на предыдущем круге была последней. Но если я подключу вот сюда к Selection Top, у меня все исчезнет. Дело в том, что когда я подключаю Mesh Line, у меня здесь точка, и я ее не фильтрую. Но когда я добавляю вот этот фильтр сюда, Selection, у меня создается этот Socket Top, создается здесь и еще вот здесь. Это булевое значение, которое означает, что если ничего не выделено, то и геометрии никакой не будет. Пустая геометрия будет подана вот сюда, отфильтрована. Если я включу вот это значение топ, это у меня значит, что вся геометрия используется. Теперь все работает. Если я добавлю итерации, можно увидеть, что у меня ступеньки не появились. Все потому, что я H вот сюда не подключил. Теперь я могу высоту контролировать, а если я вот так вот добавлю, можно просто посмотреть, как это работает. То есть если я добавлю вот здесь вот значение 0,12 и попробую здесь менять, у меня будет меняться значение только для первой ступеньки, то есть для первого самого цикла, а здесь для всех остальных. Мне его наращивать не надо, добавлять к нему ничего не надо, я его просто напрямую вот сюда подключаю. За счет того, что оно вот так вот подключено, я его могу контролировать отсюда для всех ступенек, для всех операций, для каждого цикла. И точно так же я подключаю вот это значение. Сейчас оно 0, я его сделаю 0,4. И чтобы все работало корректно, тоже точно так же подключаю вот сюда. И назову его D от слова depth, то есть глубина ступеньки. И теперь сколько итераций, столько у меня ступенек. Дальше я экструдирую mesh. Теперь я экструдирую не точки, а edge.
А в качестве направления я выберу третью ось, ось Y. Здесь ставлю 0, 1, подключаю вот сюда. Все, лесенка получилась, но у нее проблемы со сглаживанием. Создам ноду Set Shade Smooth. Отключу Shade Smooth. Все хорошо, но я сделаю, чтобы виднее было вот это значение Cavity, и в режиме Boss так лучше видно ступеньки. Интенсивность можно поменьше. Вот это вот ширина у меня моей лестницы. Дальше я настрою количество ступенек, и мне нужны промежуточные площадки. Я хочу каскадную лестницу, то есть площадки, на которых можно остановиться, отдохнуть. Как это сделать? Я хочу, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и на какой-то там лесенке, чтобы у меня появилась площадка. То есть у меня здесь ступенька условная моя будет длиннее насколько-то. Не 400, а, скажем, 1,5 метра глубиной. Это делается несложно, это делается переключением значения. Это у нас во втором экструде. Я сюда, во второй экструд, добавлю ноду Switch. Switch в режиме Float. Подключаю сюда. Если я подключаю, у меня здесь вот используется второе значение. Я сделаю 1,5 метра. Но сейчас оно применилось ко всем ступенькам. Чтобы оно применилось не ко всем ступенькам, а какой-то отдельный, я должен ее отфильтровать. Отфильтрую я следующим образом. Мне нужен индекс моей итерации. К сожалению, вот это вот число, оно просто задает количество итераций, но не дает, не выводит сюда индекс, поэтому индекс нужно будет сделать самостоятельно. Я создаю новое значение, называю индекс. Это значение индекс у меня будет считаться. Я его подключаю вот сюда. На каждом круге, то есть вот на нулевом круге у меня значение 0. Я также добавлю значение 1, прибавлю и подключу вот сюда. То есть на первом круге у меня будет 0, на втором 1, на третьем 2 и так далее по нарастающей. Это можно вот так вот свернуть. Вот. И теперь индекс я буду использовать для сравнения номера ступеньки. И если у меня индекс мой равен 7, я переключаюсь. Вот там нода compare, сравниваю с каким-то числом. Если индекс совпадает с этим значением, которое я задаю здесь, в этом месте у меня идет переключение на вот это значение, которое у меня будет обозначать площадку. Но если я увеличиваю количество ступенек, я вижу, что у меня площадка-то только одна. Если мне надо через каждые 7 ступенек новую площадку, здесь нам поможет нода Math в режиме модула, truncated модула. Модула — это остаток от деления. Есть целочисленное деление. Если вы 5 на 5 делите, у вас получается 1, остатка нет. Если вы 6 на 5 делите, у вас получается 1, остаток 1. Если вы 7 на 5 делите, у вас получается 1, остаток 2 и так далее. Если вы делите, допустим, 10 на 5, получается 2, остаток 0. Если 11 на 5, у вас получается 2, остаток 1. То есть остаток через каждые 5 раз повторяется. Идет повторение значений. Так вот, мы берем индекс и делим его, допустим, на 7. Просто сравниваю это значение с нулем. Подключаю. Сюда 0 у меня уже вот здесь есть. И так, если я вот так вот подключу, здесь 0. Значение здесь лучше задать 6. Если я меняю вот это значение, то здесь мне надо будет вычесть единицу. Работает.
И вот это значение его можно тоже сюда вынести. Но если вы вносите его вот сюда, скажем 6, то его нужно подключить вот сюда, чтобы оно повторялось. Переименую в landing index, и все, лесенка готова. На этом обзор Repeat Zone закончен, и всем спасибо.